с вами снова Костян. Вован. Славный друже Обломов. Мы находимся в Таиланде, мы находимся на Пхукете, и сегодня у нас необычный славный обзор. В чем он заключается? Мы будем сравнивать лучшие пиццы, которые есть на Пхукете. Точнее, только одна из этих пицц заявляет, что она лучшая. Именно так себя позиционирует эта доставка. То есть мы, лучшие. У нас есть Pizza Hut, и у нас есть вторая пицца, как она, называется? The Pizza Company. The Pizza... Пиццерина, то есть здесь Это The как- Boring Company и The Pizza Это как Company. назвать автосервис? Да. Это, чуваки, как да. То есть, а на самом деле это говорит о чем-то. Так и мы ничего другого Не, делаем. говоря честно, здесь мне назывались там фельдеперсовые носки. Ну ты... Хотя, с другой стороны, вкусные суши просто назвались, ну, типа, вкусные суши. Ну, Да. а он залог успеха. Да. И также мы будем сравнивать еще с пиццами, которые ели в других странах по Азии. Бали, Шри-Ланка, Вьетнам. Да. И то, что у нас привозят в Петербурге. Ну и, короче, опять же, то, что у нас в сетевухе в Пиццехате, и то, что в Пиццехате здесь. Это могут быть две разные вещи. Кстати, по Азии, что с пиццей во Вьете? Слушай, во Вьете я из доставок не встречал, а вот в ресторанчике в одном я встречал такую чертовски шикарную пиццу. Это были все сыры, все возможные топпинги, и она была огромная, шикарная, тяжеленная и стоила всего 600 рублей. Нам уже привезли пакет, и он стоит за кадром. И даже со второй камеры вы можете снять, как он стоит за кадром. Правда, у нас всегда одна проблема с доставками на нашу виллу. Дело в том, что наша вилла находится, в 100 метрах от маленькой улочки, которая находится в 100 метрах от основной улочки. Которые в 3 километрах от большой улочки. Дим, по-моему, нам еще ни разу ничего не довезли. К нам Да. только друзья, которые умеют навигатором пользоваться, они приезжали нормально. А все доставщики приезжают, в отель в соседний. Тебе приходится садиться на байк, ехать метров 200 и встречать тех, кто тебе что-то везет с доставкой. Обосратушки. А спонсор видосика — моя черная карточка от Тинькова, Тинькофф Блэк. Сразу предвидя регулярные комментарии от кукаретиков, не перевозбуждайтесь, карточка не кредитная. Хотя у меня, честно говоря, куча и кредитных карт тоже, но кто я такой, чтобы спорить с диванными войсками? Но к сути, на этой карте куча жирных ништяков. 5% годовых на остаток по счету приходят каждый месяц. 1% кэшбэка вообще со всего. Бензин, Макдак, хоть стрижка твоей собаки, 1% назад упадет. 5% на выбранные категории и до 30% у партнеров банка. Все кэшбэки идут баблом, а не купонами, скидками и всяким таким. 15% кэшбэка на билеты в театр и в кино в приложении Тинькова. Бабло летает с карты на карту в один клик по номеру телефона. Вбивать номер карты больше не нужно. Кстати, снять бабосики можно в любых банкоматах мира без комиссии. Для меня сейчас это важно. А карту для оформления притащат куда угодно. Хоть в институт, хоть на работу, хоть в кафе. Кататься вообще никуда не нужно. В феврале всем клиентам, которые потратили 5000 по карте, 1000 возвращается назад. То есть это бесплатная 1000 рублей. Ссылочка в описании. У нас, есть вот такие пакетики и вот такие пакетики. У кого были термосумки, у кого нет? У Лучшей пиццы были у термосумки. крутой компании были термосумки. А Второй Pizza Hut просто приехал. Да. просто в этом багажника. самом багажничке впередном, знаешь, такой на байке и всё. Но, по крайней мере, я могу сказать, что здесь вот эта штука горячая. Это прям чувствуется. Слушай, ну Здесь здесь тоже коробочки всё горячее. тоже такие, да. Распаковываем. Но у пиццы, у которой была термосумка, все более-менее. Что касается Pizza Hut, то оно немножко оттворожилось, причем настолько, что я могу картон вот так отрывать, такое. Но по температуре и тут теплое, и тут теплое. Наверное, Ну это да. связано с тем, что на байке они... Сколько было время доставки? 30 минут или что-то такое? 45. При этом они писали от 32 до 45 минут. Но учитывая, что тут погода, тут плюс 30, а пицца, не знаю, градусов 70-80, то не как бы, быстро остыло. да, никогда минус 30 на Во улице. время, да, уложились, и, конечно, им в помощь, конечно, жара. Я предлагаю распаковывать по одной более-менее одинаковой пицце за раз, сравнивать и, собственно, смотреть один к одному. А как понимать, какая пицца какая? Давай искать. Просто Давай путем искать. У меня открывания. пепперони. У меня креветки с ананасом. Давай пепперони ищи. Но сначала поговорим о комплектации. Что приехало из-за пиццы, вы видите на столе. Это что это такое вообще? Вообще немерено кетчупов и, соответственно, какие-то, смотри. Это орегано и чили. Да, обсыпочки. Короче, вот такое вот сушеное, я вот сюда положу, сушеное орегано, сушеное чили и куча кетчупов. Респект и уважуха. Что Вообще, касается да. Pizza Hut, У него тоже очень много, я думаю, что не меньше. По комплекту тоже орегано, какой-то чили. орегано, чили и кетчуп. Да. На самом деле то же самое.
Я так понял, учитывая, что... Они конкурируют, у них коробки одинаковые, Кетчуп горячий при этом. доставки Мы не знаем, одинаковые. возможно, здесь так принято, но у нас, например, так не делают. У нас мало кто прикладывает что-то к пицце, обычно нужно просить. Типа, доготовь сам себе пиццу, посыпь вот этим вот барахлом. Итак, друзья, сейчас я открою две пиццы, одна из которых пепперони, и вторая тоже пепперони. Но сначала по баблу. 450. 550. Открываем. Так, они кобздец как похожи. Это да. Только По количеству пригареньки на колбаски, сыренький. смотри, по количеству колбаски здесь больше. Ну, я не знаю, но вот я на свет вот так поставлю, они прям очень похожи. Хотя, слушай, Они из тут- одной печи выехали, такие, знаешь. Такое ощущение, что колбаски здесь больше. Ну, колбаски Нет, объективно надо именно, больше. именно кусочки сами по себе больше. ладно, чуваки, я признаюсь, я никогда не видел более похожих пиц, чем эти две. Да, да. В смысле, камон. Они были в одной коробке, я подумал, что одна и та же компания их Ну делает. да. Сейчас мы их переложим и будет, ну, здесь вот такая, как, это как-то штука Я называется. посчитал по 11 кусочков везде. 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть родные. Так как оно... Нет, 11 кусочков колбасы. Так, давайте я вот так оторву. Сыр. Ну, сыр тянется, все горяченное, потому что доставляют быстро, да еще и по жаре. Сыр не тянется, горяченная. Совсем не У тебя не тянет. тянет? Ну, почти. Ну, странно. Да, это не одна пиццерия, как, Маш, помнишь, Мафия и еще кто-то оказалась одной, короче, сушильней. Так. Просто абсолютно одинаковые, просто разные коробки и чуть-чуть разные по ценам. Хотя это одно место. Так вот, это не одно место, потому что разный сыр. Вот здесь, например, сыр, ну, тянется мало, а вот здесь он тянется, ну, прям, скажем, гораздо сильнее. Окей, я предлагаю сначала всем попробовать одну, потом другую. Давай. Ну, давай сначала эту. Давай. Ну смотри, очень толстое тесто здесь. Вот прям очень Ну, толстое. тесто здесь, конечно, до хрена, но выглядит оно вкусно. Скажу так, среднего уровня сыр до хрена орегано. Травами отдает очень сильно, это правда. И нормальный, в принципе, нормальный вкус себе, но слегка кисловатый. Ты чувствуешь? Мне То есть кажется, вот- очень толстая булка прям. Вот, да, она как бы не сжимается. Знаете, как бывает, что типа кажется, что она пышная. Ты укусил, такая хлоп, и сплющилась это в ноль. Она вкусная, вкус. да, Ну, но её прям до хрена. Да, и до хрена прикрывает вкус всего остального. Но с точки зрения сытости, Ну, типа хлебушек. Не знаю, я как-то не в восторге. Это кто у нас? Пицца Компани. Давайте посмотрим, что у нас. Перебор орегано. Здесь тебе понравился вкус? а это копченость. Вот Здесь здесь я- копченая колбаса и столько же до хрена теста. Ну, оно как бы, знаешь, оно как-то мягче, оно как бы... Оно ты- помягче. Судя по всему, здесь то ли больше дрожжей, то ли что-то Вот ты его как бы укусил, и вот там воздух вышел, и осталось не так уж дофига. А там как-то плотничком все. Это гораздо вкуснее. Пепперони это о чем? Это о колбасе. Это о копченой колбаске, правильно? Здесь вкусная картошка. Мне кажется, что... Мне тоже. Да. Собственно, Pizza Hut обладает вот таким вот мягким тестом. The Pizza Company обладает тоже мягким тестом, но оно как бы сжимается сильно меньше. Ребят, я предлагаю голосовать. То есть вот мы под каждой пиццей будем голосовать, кому какая больше понравилась. Я вот Pizza Hut до конца доел, там кусочек только укусил. Я тоже, в общем-то, доел, потому что корки я никогда не ем, поэтому это успех для меня. То есть я тоже голосую за Pizza Hut. Олег? Pizza Hut мягче, орегано не перепросажена, копченость колбаски. Есть, да, тут нету. И она на 100 рублей дешевле. Да. Это победитель. Ну да. По всем просто. Да, Мы по бы, всем конечно, параметрам. могли их взвешивать, но толку нет, они, по-моему, будут на 3 грамма отличаться. Ну да. Переходим к следующей. Следующая пицца — это пицца чисто с сыром. Что по ценам? 550 рублей. 400 рублей. Открываем. У такой впечатление, что у них один ценник на все виды. Такое ощущение, что там сыра больше, потому что как бы там тоже разрезано, но эти полости заполнены. Давайте сначала опять оценим тянутость сыра. The Pizza Company. Сыр такой впечатление, что слезать хочет с нее. Он хочет слезать, но он тянется без Ну его вопросов. дофига. Он тянется, да. Что касается Pizza Hut, ну, чуть-чуть есть. По чуть-чуть внешнему, есть. да, по внешним параметрам пока что да. Давайте пробуем The Pizza Company. Так, давай. Слушай, вот смотри, вот раз я взял кусок. Спасибо. Вот серьезно, вот нужно, чтобы вот Ползай. Без сыра, да. Ты А зачем тебе сыр? Ты меня оторвал без сыра Так вообще. толстый. Спасибо, брат. ну поехали. Справедливость сложно у нас тут в этом мужском коллективе Опять получить. орегано до хрена. Народ, они орегано сыпят так, что оно забивает все. Я не знаю, есть ли там базилик, оно даже практически забивает томат.
То есть тут как бы томатная паста, орегано забивает все. Ты чувствуешь это прям? Я прям- орегано и сыр почувствовал и все. То есть булочку даже вкус не ощутил. Сыр Только чувствуешь, консистенцию. потому что его много. Ну, правда. Чтобы вы понимали, мы не говорим, что это невкусно. Это неплохая пицца, которую можно сожрать. Просто если сравнивать, то орегано до хрена в той было. В этой, походу, тоже. Назовите мне вот различие между вот этим вкусом и пепперони предыдущей. Типа я понял тебя. Вот орегано там и там засыпано, ничего нет, никакой разницы. Сырок присутствует, орегано. Согласись, тут даже колбасы насыпешь, ты не заметишь ничего. Да. Если она будет еще какая-нибудь, знаешь, типа ветчиной. Вот. Давай, Хорошую ветчину тут точно не заметишь вообще никак. Мне нравится, как разрезали вот в пиццехате, разделили в кусочки, чтобы сыр не сползал с куска на кусок, когда ты там пытаешься один оторвать. Короче, у Пицца Хата сыр тянется меньше, но Пицца вкуснее. пицца вкуснее. Здесь вкус, как тебе сказать, томата больше вот мне как-то появился. Может быть, просто у меня там помидорчик попался. Он прям как-то такой... У этих чуваков вкуснее тесто у Пицца Хата. Вот стопудово. тесто однозначно лучше. И это очень большой плюс выигрывает. То есть хочется сказать, что типа хорошая пицца, но по сравнению с Пицца Хатом, хоть она и менее презентабельна, то она хуже. Супер важный дисклаймер я сейчас скажу. Друзья, Пицца Хат не оплачивали наш обзор. Более того, вполне возможно, Пицца Хат, там, Москва или Питер ничего не имеют общего, кроме названия. Там другая пицца совершенно. Там другая пицца, это не реклама Пицца Хата, а если и реклама, то на Пхукете. Да. Более типа того, я того, думаю, да. мы во Вьетнам переедем, там другая вообще какая-нибудь пицца, если она там есть. Да. Пицца Хат там есть, но я никогда его не пробовал, потому что я небольшой фанат пиццы, но, честно говоря, то, что здесь, я могу прекрасно почувствовать разницу. Это прям день-ночь. Пока Pizza Company, которая позиционирует себя как типа лучшая пицца на Пхукете, the best. они дороже, они с большим количеством орегано и они не вкуснее. Но визуально по сыру лучше. Только вот один параметр они выигрывают. Да. Сыр тянется, и его много. Вот. Это правда. Итак, это у нас пиццы с курочкой, а по ценам 550. 500 рублей. Разница совсем небольшая. Здесь они почти сравнялись в цене. ну тут, по крайней мере, хоть внешний вид хоть как-то отличается. А это совсем по-другому, да. Тут отличается хоть что-то. Это на тонком тесте, коровы. очевидно. Тут к бабке Тонкое не ходи. тесто, пышное тесто, сюда зафигачили ананасы, сюда тоже ананасы, здесь перчики. Давайте с Курочка этой- разные куски. Такое Побогаче ощущение, что здесь выглядит. грудку пофигачили, там бедро. Нет? Или мелкие куски просто? Да. Сейчас разузнаем. Спасибо. Предлагаю сначала просто вот курочку такой кусочек попробую. Да, это пицца на тонком тесте. Это либо очень быстро обжаренная грудка, либо все-таки нога. Но мне кажется, что все-таки быстро обжаренная качественная грудка. Ну, мне кажется, немножко тонкое тесто пересушено. Мне кажется, что орегано забивает даже ананас. Да. Нет, ты сначала только курочку попробовал. Ну, Да. не знаю, ну, блин, просто... Ну, чуваки, ну, зачем? Ну, вот, смотри, прозумим, вот суперски прозумим сейчас, смотри. Я понимаю, что должна быть как это crust, пицца crust, но оно прям, как это, сухарь доритосовский, прям Слушай, доритосы. это больше похоже на, знаешь, сухарик, на который тебе просто что-то наложили. Ты как... Ну да. Ну, как они называются? Начосы. Кранчи, начосы, там, да, типа того. Короче, честно вам признаюсь, даже по меркам Петербурга, Москвы и разных других богатых стран, 550 дороговато за такую штуку. Но 150 рублей, да. технология не выдержана производства лепешки. Вот, тонкая лепешка, она совсем другая по вкусу. Даже Совершенно. когда ты покупаешь пиццу из печи, все равно у тебя тесто по краям, оно вскипает. Ну, пузырики, Да, да? да. Здесь у чувачков не вскипело ничего, ни одного пузыря не образовалось. Оно должно быть на тонком тесте, но здесь корочка такая пухленькая, понимаешь? Ну вот. Где пухленькая? Ладно, давайте next. О, не доразрезали? А что? Что-то пошло не так. Даже давай с центра порвем. Хоть. А? Я, кстати, вижу здесь барбекю соус. Вот видишь, внутри у меня тут навалено. Так, И аромат есть. С дымком. Барбекю соус с дымком, и она остренькая. И ананасик чувствуется, и курочки гораздо больше, чем там. То есть там орегано, это лепешка плоскенькая, она как бы все перебивает, а здесь как будто вообще, она прям остренькая. Да. Подожди, ценитель остроты, как скажешь, это, Ну, от по 1 до остроте 10. это двоечка, не Ну, больше. двоечка, ну хотя бы двоечка, как бы там у нас ничего не дали, а тут двоечка.
Мне нравится. Мне очень мне, Слушай, мне не, прям вот вкусно. эта штука, здесь прям гамма вкусов. Здесь есть поразбирать что-то на сосочках, так сказать, потому что ты сначала чувствуешь, значит, прежде всего томаты. Ты большой фанат поразбирать на сосочках? Да, это нормально. Вов, Я по сосочкам, по двум. по и всё. сосочкам ты побольше. Да. По твоим. У меня однозначно вот это лучше. Да. Это однозначно лучше. Не, но здесь даже не в том плане, что лучше, хуже. Здесь чуваки просто зафейлили вот этой коркой, которая просто положили что-то на чипсину. Понимаешь? Можно было бы сказать, что мы продали Pizza Hut, если бы мы это делали в Москве, например. Да. Спецпроект 3 миллиона рублей, мы скажем, что все что угодно вкусное. Но! Здесь просто чуваки сделали чипсину, и здесь нечего особо, как бы, даже рассказывать нечего. Хотели бы похвалить за Pizza Company, но не могем. Уже как бы 3-0. Просто 3-0 у них. Чем больше ты заявляешь, что типа я охерительный, я лучше всех, и мы такие, нет. Слушай, а может на местные вкусы это считается, типа, наоборот, круто? Ну, то есть, может, настолько культуры отличаются, что Кто это... его душу знает. Здесь, может быть, ты наоборот, чем круче себя расхвалил. Понимаешь, поток туристов-то большой, Да. и, соответственно, ты себя расхвалил как черти чего. Все приехали такие, у них 10 дней, они пакетники, и они такие, о, лучшая компания, берем. Через 10 дней они в жизни здесь их Ну, вряд ли ты второй раз будешь пиццу за 10 дней ешь. У Грилл Билла вывеска снаружи стояла, на которой было написано что-то лучшее мясо на Пхукете или что-то. Да. Ладно, давайте переходим к последнему. Морепродукты. Морепродукты, Самые дорогие пиццы 680. И 600 рублей. соответственно. Открываем, и там, и тут мы видим... А теперь у нас здесь это, у Pizza Hut уже тонкая эта вот печенюшка. Посмотрим, как они ее сделали. Один вид вот этих Слушай, вот эта херня, которая была у тех, теперь у этих. А может она вкуснее стала? Хрен его знает, попробуем. А зачем они положили крабовые крабовые палки? палочки на пицце, в морепродуктах. Это реально просто крабовая палка. Это норма? Ладно, давайте попробуем. А можно я поплачу немножко под душем? О, я без крабовой палочки. А нет, с крабовой все-таки. Ой, господи, какая смесь непонятная. Подожди, соленая ветчина, ананас, сладкая креветка, сладкий ананас. Ты можешь понять это сочетание? Сложно, непонятно. Мне вообще не нравится, мне хочется сплюнуть. Вот Ну, как блювотное. Ладно, давайте мне, это. мне не очень. Серьезно, соленое со сладким и фруктовым вкусом. С главным ингредиентом мне достался кусочек. Ну, я буду оценивать по нему, короче. Давай, Олег, если я блевану это на твою камеру, ты будешь виноват. Здесь вкус сбалансирован, здесь более понятен. Мне он, по крайней мере, более понятен, потому что здесь нет какой-то вот этой сумасшедшей сладости, откуда-то здесь взявшейся. Ну, короче, этот соус, он перебивает вообще все остальные вкусы. Но по большому счету я могу то, и сказать, то что фигня. и то, да, вот ты что то правильно, фигня, что это чуть-чуть фигня. опередил меня. И Да, то, да. примерно одинаково. И оба сделали вот эту вот обоссанную чипсину, которая ничего не имеет общего с взошедшей корочкой пиццы из печи. Просто... Слушай, самые дорогие пиццы, и, кстати, наверное, не исключено, что самые, что называется, популярные. Ты же приезжаешь в Азию, ты хочешь. Морепродукты, правильно, да? Цветом 200 рублей. Короче, не экспериментируйте, дорогие туристы, с пиццами, с морепродуктами. Они как в России не очень, так и здесь они не очень. Здесь они дважды не очень, потому что вам насыпят крабовых палок за ваши деньги на морепродукты. Что удивительно, здесь даже когда ты заказываешь тарелку с сифудом, на ней все равно есть крабовые палки. Это у них какая-то местная тема. Ну, что называется, японцы тоже так, знаешь, бывает, делают. Господи, как тебя открыть-то? У меня ногтей нету, кто-нибудь может мне помочь? Там как-то вот эта штучка. Так вот я так и пытаюсь. Ну, по рандомному снеку взяли. Это одинаковые крылышки. Ага. Ага, крылышки, во. Нет, там крылышки. Ну, здесь крылышки, здесь 3 крыла у меня. А здесь? А у меня А что это Кольца. такое? Кольца, кольца, кого-то. но они не доехали, по-моему. Тут, короче, из Pizza Hut приехали кольца, эти с кальмарами, да? Или луковые? А это из 112, да? Кальмарами. Но они не доехали, панировка размякла. Их надо, вот все, что в панировке, надо сразу жрать. Оно полежало 10 минут и все, и хана. А это крылья из The Pizza Company с барбекюхой и кунжутом. Неплохо. Обычная курочка, кстати, да, Съедобно. очень даже ничего. Итак, давайте вкратце, что бы ты сказал? Последние пиццы одинаково хреново. По первым пиццам, ну, просто Pizza Hut вне конкуренции. Но, опять же, можно лучше, но Pizza Hut по сравнению с этим просто такие боги где-то на высоте. Я скажу, что Pizza Hut получше. Самый, пожалуй, такой косяк, который кинулся мне в глаза, это The Pizza Company везде сыпят кучу орегано, и все это орегано засыпает
Все, то есть перебивает все. Не орегано, базилик, чеснок, лучок, томатный соус, типа... Нет, просто херачат орегано до хрена. Одной специи. Тесто у Пицца Хата помягче. Ну а что касается пиццы с морепродуктами, фейл и там, и там. Мой итог: не заказывайте сложных пиц. Заказывайте 4 сыра, заказывайте пеппероньки, да, Может, заказывайте с что-то курицей и соусом барбекю, но не заказывайте там всяких вот такого вот, не заказывайте, нигде никогда не заказывайте, если это не проверенное место. Ну, потому что пихают действительно такие морепродукты, которые морепродуктами сложно Так, назвать. а теперь давайте мы сравним, короче, что вот была пицца на Шри-Ланке, помните, нам привозили? Вот, там было сыра в 1000 раз больше, там прямо с горкой оно лежало. Вот, если вспомним, что нам было во Вьетнаме, пицца примерно такого же уровня нам приезжала на виллу. Смотри, это тоже приезжало на конфетевая виллу, была. а вот когда в свое время я делал обзорчик на Рест, и, соответственно, пиццу мне вынули просто из печи, вот они там же готовят, 600 рублей она стоила. Это как вот, грубо говоря... Ну, вот родной, мы эта доставки штука. обсуждаем, а не... Да, я понимаю, но там было уж, извините, пожалуйста. Так нет, они доставляют, пожалуйста. Они то же самое доставляют, просто мне бы ее вынули, как бы и привезли. Ну, короче, вот, а в России, ну, вот уровень стандартного сетевика, но Пицца Хат вот здесь вот чуть получше, по-моему. Лично меня больше всего поразило, ну ладно, даже бог с ним с орегано. Они не понимают концепции тонкой пиццы. Понимаешь, что ты засовываешь ее в печь, и она тут такая вспучивается. То есть, короче, Ничего. международная компания The Pizza Hut приехали в Таиланд, открыли свою сетку и не научили людей делать нормальное тонкое тесто. Да, ну то есть, чтобы вы поняли, оно вообще никак не взошло. Ни единого пузыря. На пиццах из печи даже могут быть, знаешь, пригаренки из Да, завешенной да, температуры да. в печи. Здесь просто плоский сухарь. Вы скажете, ну она и должна быть на тонком тесте. Нет, это просто, сука, плоский сухарь. Знаете, продаются больше такие на блине тортильи. похоже на Знаете, то, такие да. тортильи продаются у нас. Да, Вот, заслуженная ее тортилья. достают из упаковки, кладут на... Начинку какую-то. Нет, кладут просто на тарелочку, ждут 2 дня. Вот, она, короче, приобретает свою вот эту вот форму, это нерушимую, вот, которую может только треснуть. Ее сверху начинка, потом в печь. Смотри, я когда был в Далате, это такой городок недалеко, значит, от Хошимина, там, во Вьетнаме, и там есть традиционная вьетнамская дешевская пицца, которую подают, значит, на улице, просто стритфуд. Это рисовая плотная бумажка, да, и туда вот всякого накидали, И закрыли, закинули в микроволновку, все, и ты вынимаешь, и ты ее ешь как хрустяшку, блин, вот такую хрустяшку, чуть-чуть еще, Но эту это сделай всё-таки более не хрустяшку, и совсем все. пицца, да? Да, но та стоит 25 рублей, понимаешь? Ладно, вот, собственно, такие наши отзывы. Думайте, конечно же, своей головой. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. А с вами был Костян. Вован? И славный друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.